Сегодня в выпуске Тэхён вошел в топ-10 мировых поп-звезд по версии Google, а Кимчи, Samsung и Чимин стали символами Кореи. Джин и Чимин продолжают удерживать высокие позиции в мировом чарте альбомов, и в то же время сольные релизы участников BTS продолжают покорять мир. Рекорды победы и достижения у IVE, Stray Kids, ATEEZ, Jennie, Rosé и не только. Концертные новости. CNBLUE отменяет выступления из-за беспокойства фанатов, а тур G-Dragon вызывает споры из-за названия. Marcus GOT7 и Карина из aespa очаровали всех свежими фотографиями, Джису из Blackpink высказала свою позицию касаемо веса, а также продолжение печальной истории о Йоанне. Тэмин и Шайни подает в суд на злоумышленников, а Эйдор продолжают стоять на своем в вопросе New Jeans. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-pop News номер 226. Как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, особенно те, кто смотрит без подписки, подпишитесь, для вас это ничего не стоит, для нас это большое дело для канала, будет здорово, спасибо. Не забывайте, что на Бусти все без блокировок, тормозов, ограничений на день раньше доступно, плюс это возможность поддерживать каналы. Защитный баннер, который защищает стену от пустоты в начале ролика. С вами, как обычно, Максим и новости индустрии. Мы начинаем, поехали. Далее у нас Эйдор, которые призывают СМИ делать следующее с New Jeans, что давайте подробней. Лейбл Эйдор обратился к журналистам с просьбой не использовать название NGZ при упоминании группы New Jeans. Официальное заявление: некоторые участницы New Jeans объявили о намерении продвигаться под новым названием, не согласовав это с Эйдор. Это вызвало путаницу среди журналистов, однако юридический контракт New Jeans с Эйдор остается действительным, и утверждение о его расторжении является односторонним заявлением. Компания подчеркнула, что подала судебный иск о признании законности эксклюзивного контракта с группой, а также добивается судебного запрета на заключение рекламных контрактов с артистками от третьих лиц. Рассмотрение дела назначено на 7 марта. Эйдор призвали СМИ придерживаться официального названия New Jeans, так как группа по-прежнему юридически связана с лейблом. Просим журналистов учитывать важность эксклюзивных контрактов в индустрии развлечений и избегать распространения некорректной информации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию и продолжить радовать поклонников качественной музыкой и контентом. Но по поводу того, как участницы меняли название группы, это уже в прошлых выпусках. Будем сокращать сегодня, новостей много, сил мало. Такая вот история. Что вы думаете, пишите в комментариях. Тут уже непонятно, что будет дальше, потому что как они смогут сотрудничать, даже если Эйдор что-то докажут, я уже не представляю. Но это явно будет сквозь зубы работа в течение оставшихся лет по контракту. Будем наблюдать, двигаемся дальше. Интернет-пользователи дуреют с этой прикормки. Люди в восторге от новых профайлов NGZ. Давайте подробней. 7 февраля Минджи, Хани, Даниэль, Хэрин и Хиин, входившие в популярную музыкальную кей-поп группу New Jeans, сделали намек на скорое возвращение к активной деятельности под новым названием NGZ. Также девочки поделились результатами своей новой фотосессии, приуроченной к началу пути в качестве NGZ. Поначалу фанаты были в недоумении от несколько жутковатой интерпретации концепта группы. Многих напугало то, что на новых фото участницы появились с красными глазами. Как в старой фотографии, помните, когда засветы были? Однако вскоре они осознали, что эстетика фотосессии была вдохновлена белыми кроликами, зверьками, которые символизировали New Jeans и их преданным поклонников, прозванных Баннис. Примечательно, что в восточноазиатском фольклоре белый кролик часто ассоциируется с темами возрождения и воскрешения. Люди, помня предшествующие события, посчитали это весьма уместным для первой фотосессии NGZ. Легенда белых кроликов гласит: великий небесный император, замаскировавшись под голодного старика, попросил еды у обезьяны, выдры, шакала и кролика. Обезьяна принесла старику фрукт из дерева, выдра рыбу из реки, а шакал ящериц и ворованное молоко. Кролик, который смог собрать лишь горсть травы, решил пожертвовать своей плотью и бросился в огонь. Однако он не сгорел. Небесный император, тронутый благородным самопожертвованием, решил пощадить кролика. Пресс F2 кролик. И комментарии людей: это гениально! Я болею за вас, мои кролики! Они восстали из пепла! Участницы группы похожи на кроликов, которые обрели способность превращаться в людей. Фотосессия сочетает в себе как современную эстетику, так и традиционные концепции. Это уже NGZ. Кролики вернулись из огня и идут за вами. А вот как бы это выглядело, если бы 5 прекрасных белых кроликов стали людьми. Как будто NGZ вернулись куда более стильными и потрясными, чем были New Jeans. И многие другие комментарии. Ну, в общем, люди подумали и давайте дальше восхищаться. Ничего против не имею. Я вообще ничего против не имею того, чтобы кто-то кого-то любил, да на здоровье. Просто непонятно, что с этой группой происходит, и хотелось бы уже музыки послушать новой, или клипы увидеть, или хоть что-то, но пока есть то, что есть. Как вам фотосессия, пишите в комментариях. Сделана она хорошо, модели хороши. И фотограф работу свою знает. Двигаемся дальше. Тэмин и Шайни подает в суд. На кого? Давайте подробней. Тэмин и Шайни подал иск против авторов злонамеренных комментариев. 6 февраля его агентство BPM Entertainment заявило: мы получали сообщения от фанатов и проводили собственный мониторинг. Мы собрали доказательства вредоносных сообщений и комментариев, направленных против Тэмина. Агентство выявило вредоносные сообщения в нескольких известных онлайн-сообществах, включая X,
Дом Кафе, NotPen, VQ, Instis, DC Insight и анонимные страницы вопросов и ответов. В общем, везде искали. BPM заявили, что собранные доказательства были переданы в следственные органы с просьбой провести расследование по фактам распространения ложной информации, сексуальных домогательств и оскорблений в отношении Тэмина. BPM выразили благодарность поклонникам артиста, заявив, отчеты и материалы, предоставленные фанатами, были очень полезны. Они также подтвердили свою решимость принимать серьезные правовые меры против авторов вредоносных публикаций, заявив, что не будут предлагать снисхождение или урегулирование. Агентство подчеркнуло: «Мы будем реагировать жестко и продолжим делать все возможное, чтобы защитить нашего артиста». В целом, старая песня о главном. К счастью, теперь это старая песня о главном, что ни с кем не будут мириться, договариваться и так далее. Люди ответят за базар. Разве это не прекрасно? Ну, будем надеяться, что это хоть немножко поможет артисту. Хотя, не помню, говорил ли это Тэмин, но многие артисты в целом уже давно не читают комментарии, потому что, Чтобы лишний раз не разочаровываться и не переживать из-за того, что пишут какие-то там любители... Ну, вы знаете, про пердеть диван и прочие вот эти истории, да. Все, Тэмину всего хорошего, вечной молодости, двигаемся дальше. А далее SM Entertainment защищает группу aespa. Давайте подробнее. Компания SM Entertainment предоставила обновленную информацию о юридических мерах по защите участниц aespa от лиц, размещающих в интернете клевету, а также прочие непристойности и... похожий материал про группу aespa. 11 февраля SM объявили посредством Kwangya 119 о сборе соответствующих доказательств через сообщения фанатов и внутренний мониторинг вредоносных постов и комментариев об aespa. Основываясь на эти доказательства, команда предъявила в целях защиты aespa иск за клевету, оскорбление, а также за создание и распространение deepfake. В SM с удовлетворением отмечают, что многие злоумышленников удалось найти, идентифицировать, а в отношении них в настоящее время проводится проверка. Также внушительная часть материалов, из которых усматривается совершение преступлений, уже были переданы в прокуратуру. Примечательно, что некоторые лица, распространявшие фейковые видео через Telegram, были привлечены к ответственности согласно закону об особых случаях наказания за совершение сексуальных преступлений и получили соответствующие штрафы. Компания подтверждает свою приверженность решительным юридическим действиям против злонамеренных постов, видеоизображений, нацеленных на aespa, причем как внутри страны, так и за ее пределами. В заключение SM заявили: «Мы будем продолжать делать все возможное для защиты прав и интересов наших артистов». Конец. В принципе, молодцы, что защищают. Главное, чтобы это не превратилось в строгую цензуру, где кто-то напишет: «Вот не понравилась мне группа aespa», и за ним уже выезжает маски шоу и вяжут за то, как ты смел сказать, что тебе не нравится группа aespa. Но это, конечно, нужно очень сильно перегнуть, чтобы довести до такого будущего, но главное вовремя остановиться с цензурой и защитой прав артистов. Хоть я как бы везде вам говорю, что артистов уважать, защищать и так далее, но если кто-то просто напишет «мне не понравилось», это не повод расстреливать человека и искать его, чтобы посадить. Так что группе aespa всего хорошего и двигаемся дальше. Далее у нас печальная новость. Умер один человек, который имел отношение к известному музыкальному коллективу и помогал им с костюмами. Давайте подробнее. Дизайнер Ким Ри-Иль, настоящее имя Ким Чон Вон, который создавал ханбок-костюмы для группы BTS и способствовал развитию модного халю, скончался в возрасте 32 лет. Издание The Fact сообщило 12 февраля, что Ким Ри-Иль ушел из жизни 11 февраля. Представители семьи подтвердили эту информацию в интервью. Ким Ри-Иль скончался вчера, 11 февраля. О причинах смерти мы сообщим позже. Ким Ри-Иль родился в 1993 году и создавал современные костюмы на основе традиционной корейской ткани ханбок. Он также основал собственный бренд Ри-Иль, названный в честь его творческого псевдонима. Особенно известными стали его работы для участников BTS, Чимина, Шуги и Джей Хоупа, которые выступили в его ханбок-костюмах на The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Эти наряды привлекли внимание зрителей по всему миру. При жизни Ким Ри-Иль был включен в список Forbes 30 самых влиятельных людей Азии до 30 лет. Соболезнуем утрате, покойся с миром, товарищ дизайнер. И двигаемся дальше. Поскольку есть новости, от которых уже никак не увернуться, ведь в прошлом выпуске мы поднимали вопрос о Йоанне, продолжение истории, дальше ищут виновных и, возможно, нашли. Давайте подробнее. Несмотря на разгорающий скандал, трое ведущих прогноза погоды на MBC, обвиняемых в травле своей коллеги о Йоанне, продолжают выходить в эфир, что вызвало волну негодования среди зрителей. 5 и 6 февраля в прогнозе погоды MBC появились Пак Хамён, Чхве Ари и Ли Хён Цин. Эти трое были назначены в качестве возможных участников травли покойной о Йоанне. Исключение составила Ким Чхэ Рим, также работавшая в эфире в эти дни, но не упомянутая среди подозреваемых. Зрители остро раскритиковали MBC за то, что телеканал продолжает приглашать этих ведущих в эфир, несмотря на растущие протесты со стороны общественности и семьи покойной. Многие задаются вопросом, почему в условиях общественного расследования MBC не отстранила их от эфира, пока идет разбирательство. Потому что деньги не пахнут. Некоторые пользователи сети обвинили MBC в том, что канал продолжает наносить вторичный ущерб семье о Йоанне, игнорируя их позицию. В
комментариях на официальном сайте NBC зрители массово оставляют жалобы, требуя объяснений по делу и требуя убрать предполагаемых виновных с экрана. В частности, в разделе обращений зрителей программ NBC News появилось множество сообщений с требованием тщательно расследовать обстоятельства, инциденты и убрать фигурантов скандала из эфира. Похоже, что NBC осознает масштабы негативной реакции. На официальном YouTube-канале телеканала отключены комментарии к прогнозам погоды. Полную историю Ою Анны вы можете изучить самостоятельно, либо в прошлом выпуске она вскользь упоминалась, потому что там девушку, в общем, затравили, и она приняла радикальное решение, как с этим поступить. Ну, не могу это озвучивать, YouTube такие слова не любит. Опять же, печально, и почему эти люди выходят в эфир, ну, я уже сказал выше, потому что, компания должна зарабатывать деньги, и не хочется такое говорить, не хочу такое утверждать, но вот подозреваю, возможно, что, умер человек для них, и ладно. Главное, что другие остались и ведут эфир. Может быть, это не так, конечно, хотелось бы верить, что большие компании не относятся к людям как к расходному материалу. Что вы думаете, пишите в комментариях. Покойся с миром, ведущая, и двигаемся дальше. И тут семья Ою Анны сделала один комментарий интересный, давайте подробней. Ведущая прогноза погоды NBC Ким Гайон оказалась в центре скандала, связанного с обвинением в буллинге на рабочем месте, которое предположительно привел к трагической смерти ее коллеги Ою Анны. Однако семья покойной заявила, что Ким Гайон не является непосредственным виновником. Адвокат семьи Чон Санбом 7 февраля выступил в программе Ньюсстрадамус на телеканале ТВ Чосун, где сообщил, цитата: «Среди коллег Ою Анны был главный агрессор, но также были люди, которые либо просто поддакивали, либо оставались безучастными. Семья не стремится обвинить всех сотрудников метеорологической службы. Если кто-то из коллег, не являясь непосредственным виновником, искренне попросит прощения, семья готова выслушать». Также адвокат уточнил, что на данный момент семья подала гражданский иск против одного человека, и это не Ким Гайон. Он добавил, семья обеспокоена тем, что человек, который был всего лишь свидетелем, может ошибочно восприниматься как главный виновник. Адвокат подчеркнул, что семья надеется на раскрытие истинных обстоятельств, цитата: «Мы надеемся, что коллеги, которые не были непосредственными виновниками, проявят искренность и помогут установить истину. Семья готова их выслушать». Также он призвал общественность сосредоточиться на главной проблеме буллинге на рабочем месте и необходимости реформ в этой сфере. Семья боится, что трагедия будет использована в политических целях, из-за чего истинная проблема может быть забыта. Вот такая вот печальная история. Узнаем мы конец ее или нет, это покажет только время. Но будем надеяться, конечно, на хоть какое-то подобие лучшего. И двигаемся дальше. Участник 2PM получил травму. Давайте подробней. Певец и актер Ли Чуно получил травму. Представитель JYP Entertainment сообщил в Ханкук Ильбо в пятницу. Недавно Ли Чуно получил травму одной из связок во время запланированного мероприятия и в настоящее время проходит лечение. В тот же день Ли Чуно отправился в Японию на фан-встречу. Он был замечен на костылях, что вызвало обеспокоенность среди поклонников. В ответ JYP Entertainment подтвердили, что он получает необходимое лечение. Несмотря на травму, артист продолжит свою серию фан-встреч. Запланированы мероприятия в Токио 8 и 9 февраля, Тайбэй 22 и 23 и Сан-Паулу 1-2 марта по местному времени. Ли Чуно дебютировал в составе группы 2PM в 2008 году. Он также получил признание за свои актерские способности, снявшись в дорамах «Только между влюбленными», «Красный манжет рукава» и «Король земли», а также в фильмах «20» и «Холостяк Кибана». В 2025 году Ли Чуно появится в предстоящей дораме Netflix «Кашеро», премьера которой ожидается в скором времени. Ну что ж, скорейшего выздоровления артисту. Если кто-то скажет, что вот артист должен был остаться, посидеть дома и повосстанавливаться, вы помните, где мы находимся? Уж лучше, к сожалению, человек придет на костылях или там будет сидя проводить фан-встречу, и все скажут: зачем вы так сделали, артист? Мы бы все поняли, чем если бы он действительно так сделал, и часть людей бы не поняла и начала бы его отменять за то, что как ты смел споткнуться, мы ж тут твои фанаты, давай разорви себя на куски перед нами. Опять же, этого контекста тут и нет, это просто на фоне того, что я вам рассказываю, такие выводы приходят в голову, что, наверное, лучше, если вас, я даже не знаю, машина сбила, не дай бог, приползти на больничной койке и провести фан-встречу, а то ж потом некоторые самые отбитые фанаты могут устроить. Ладно, я уж тут отвлекся, это уже профдеформация происходит из-за того, сколько я всего этого озвучиваю. В общем, скорейшего выздоровления и двигаемся дальше. А далее у нас Кай из EXO, и он вернулся, давайте подробней. Участник кей-поп-группы EXO Кай завершил службу в армии и был официально уволен. 10 февраля Кай завершил службу в качестве государственного служащего. Он приступил к ее несению в мае 2023 года в армейском учебном центре, где прошел базовую военную подготовку перед тем, как приступить к альтернативной службе.
После увольнения Кая из армии Сихун остался единственным участником EXO, который все еще служит. Ожидается, что Сихун также вернется из армии в этом году. Участники EXO неоднократно выражали желание провести полноценные мероприятия в качестве группы во время интервью и выступлений. Сообщается, что группа начнет готовиться к камбэку в полном составе уже в этом году. Стоит напомнить, что Кай дебютировал в составе EXO в 2012 году и активно участвовал в продвижении группы, а также выступал как соло-исполнитель незадолго до ухода в армию, завоевав огромную популярность благодаря успеху своего сольного альбома Rover. Кстати, песня до сих пор хороша, отлично заходит. И между делом, не буду это в отдельную новость засовывать, SM Entertainment озвучили свои планы, и среди них есть мини-альбом Кая, так что скоро от него выйдет материал. Видимо, перед тем, как все участники вернутся из армии, чтобы собрать EXO вместе и выпустить для них что-нибудь, хотя бы сингл или мини-альбом. Ну что ж, с возвращением, товарищ Кай, крепкого здоровья и двигаемся дальше. Далее у нас Джису из Blackpink, которая высказала свою позицию касаемо веса. Давайте подробней. Джису из Blackpink заслужила похвалу от корейских пользователей сети за свою честность и отношение к снижению веса. Недавно пользователи сети обсуждали эпизод Dex Fridge интервью, в котором Джису появилась в качестве специального гостя и откровенно рассказала о своем весе и привычках в еде. Напомню, пару выпусков назад или в прошлом Дженни сказала, например, из той же группы, что есть вообще не любит, лучше была бы таблетка. Когда ведущий Dex спросил, любит ли она пить, Джису ответила: «Мне никогда не нравился алкоголь». Уважение. Она добавила, что может выпить только около стакана пива, алкоголь вредит вашему здоровью. Затем Dex отметил, что это должно облегчить ей естественное похудение. Участница Blackpink согласилась: «Это облегчение, потому что я действительно люблю есть и могу легко набирать и терять вес». Услышав комментарий Джису о ее весе, Dex возразил: «Не говори так, ты такая стройная». Но Джису ответила, что она весила на 3 килограмма больше своей изначальной цели. Затем она откровенно поделилась: «Но я думаю, у меня нет жира, который нужно сбросить, я сейчас такая стройная, и я идеально сейчас, мне не нужно сбрасывать вес». Пользователь сети, который поделился этим моментом, отметил: «Я никогда раньше не видел девушку-айдола, которая говорила бы как Джису, и похвалил. Видеть, как айдол так уверенно говорит, что ей уже ничего не нужно сбрасывать, и она уже идеальна, это такой освежающий шок». Вот что пишут другие люди. Она действительно очень красивая, она совсем не фальшивая, ее манера говорить как у обычного человека, что кажется таким освежающим. Мышление Джису действительно удивительное, редко увидишь такой стиль. Глядя на ее фигуру, кажется, что ей некуда сбрасывать вес, но большинство знаменитостей, вероятно, стремятся похудеть из-за своего лица. Поскольку их лица обычно такие маленькие, даже малейшее увеличение количества жира на щеках имеет значение на крупных планах, а у Джису изначально маленькое лицо. Это похоже на самооправдание, я просто надеюсь, что ее карьера и дальше будет успешной. Джису даже без айдольского макияжа красивая. И я завидую ее характеру, услышав, как она отметила: «Мне нравится быть пухленькой», я полюбил ее еще больше. Если бы это была я бы просто сказала: «Ладно», а позже бы жаловалась и обвиняла себя. Ее любовь к себе действительно достойна восхищения. Она моя самая любимая из всех. В любом случае, она все еще самая красивая среди девушек-айдолов. Она кажется ментально здоровой, что радостно видеть. Но глядя на ее ранние фотографии после запуска собственного лейбла, когда она немного поправилась, кажется, что ей нужно продолжать контролировать свой вес. ГГГ. Вот такие комментарии. Кто-то все-таки немножко уколол касаемо веса. Я уже говорил, что стандарты индустрии прекрасные, делаю кавычки 8 руками сразу. Прекрасные, что парням немного проще, потому что ты можешь хотя бы набрать мышечную массу и питаться более-менее нормально, потому что мышцы требуют обслуживания какого-никакого по калориям. А с девушками сложнее, потому что нужно быть очень стройной, да, ты можешь подкачаться, но там все очень проблемно. Вот эти талии тонкие, на которых цепочки должны висеть. Все очень сложно. Ну, что сказать, Джису молодец. И я думаю, она находится уже в том статусе, что даже если бы она, условно отожралась, то это никак бы не повлияло на нее, потому что уже многого достигла. В общем, всего и хорошего, и двигаемся дальше. А теперь пора позлипать на красивые фотографии. На очереди у нас Карина из Aespa, давайте подробней. Карина из Aespa украсила обложку китайского журнала, представив завораживающие образы. 9 февраля Puss China опубликовали фотосессию Карины, снятую совместно с модным брендом Prada. На новых снимках Карина позирует в двух совершенно разных стилях, привлекая внимание своей особой аурой и красотой. Первый образ с длинными локонами и более сдержанным макияжем в сочетании с уникальной жемчужной юбкой и длинной кружевной накидкой создает шикарную атмосферу. Второй образ кардинально отличается. Участница Aespa предстает с ярким макияжем глаз и прямыми розовыми волосами, которые контрастируют с ее простым длинным черным платьем. Пожалуйста, вот они, фотографии. Прямо обе девушки прекрасны, а это одна и та же. Вот что творит магия образов. И в целом это вся новость. Красавица, что еще сказать. Мое уважение.
Я бы даже постер с ней повесил на стену, а то что-то у меня там постеров всего 2 штуки. Когда-то хотелось по всем сезонам Жоржа привезти, но 4 не доехало. Доехало только 2. А в общем, Карине всего хорошего, фотограф молодец. Двигаемся дальше. Ну а учитывая, что у меня тут женской аудитории 95% примерно на канале, вот вам Марк из GOT7, можете посмотреть на его фотографии, а я озвучу, давайте подробнее. Марк из GOT7 украсил обложку февральского номера журнала Vesta. В модной фотосессии на тему Sweet Winter, сладкая зима, Марк Туан создал мягкую и пленительную атмосферу, привлекая внимание своим выразительным взглядом и изысканной красотой. Говоря о недавнем возвращении GOT7 в полном составе, Марк признался: «Я так счастлив, что могу начать год с участниками GOT7, и я очень рад провести время с нашими фанатами». Он также упомянул о новом альбоме GOT7 Winter Heptagon, вышедшем 20 января. Заглавный трек Python был написан Бэм Бэмом. Каждый участник работал над песнями, выражая свой уникальный стиль, поэтому я надеюсь, что вам понравится этот альбом. Марк говорил подробно о заглавном треке Python. При подготовке альбома каждый участник представил песню кандидата на заглавный трек, и мы провели голосование. Песня Бэм Бэма получила больше всего голосов и была выбрана. Я тоже выбираю эту песню, она прекрасна просто. Как она здорово спродюсирована, не докопаться. Он добавил, еще одним кандидатом на заглавный трек была Tidal Wave, над которой также работал Бэм Бэм. Что касается моей песни Out the Door, я изначально создал ее для своего сольного альбома, но в итоге она попала в этот альбом. Воссоединившись как GOT7, впервые примерно за 3 года, группа не только выпустила новую музыку, но и провела 3-дневный концерт. Марк сказал: «У меня были большие ожидания, поскольку все участники были заняты, мы даже думали превратить его в фан-концерт, но мы подбадривали друг друга, говоря: мы можем это сделать и не будем волноваться слишком сильно, и усердно репетировали». Сейчас, на 11-м году с момента дебюта, Марк подчеркивает: «То, что заставляет меня постоянно двигаться вперед, это фанаты. Без фанатов я бы, возможно, отказался от этой карьеры. Благодаря им я обретаю уверенность и силу. Я от природы застенчив и сдержан, но их поддержка заставляет меня уверенно встречать трудности». Когда его попросили закончить фразу «Марк это», он выбрал GOT7, подчеркнув, как много значит для него группа. «Мне веселее всего, когда я с участниками, время, которое мы проводим вместе, драгоценно и делает меня счастливым. Я хочу выразить им свою искреннюю благодарность и любовь». Ну и фотографии все были представлены на экране, их немного, но они хороши. Модели-фотограф знают свое дело, и тут еще прям небольшое интервью было встроено. Ну что же за приятное совпадение. Двигаемся дальше. Концертные новости сегодня у нас открывает G-Dragon, и название его тура вызывает вопросы и споры. Давайте подробней. G-Dragon из Big Bang оказался в центре скандала после объявления о своем предстоящем мировом турне. Недавно G-Dragon представил тизер своего долгожданного 3-го альбома, получившего название Übermensch, что вызвало восторг у поклонников. Вскоре после этого он объявил, что его мировое турне будет носить то же название, еще больше подогрев интерес его глобальной аудитории. Однако это объявление быстро вызвало споры в сети из-за исторической значимости термина Übermensch, но вот я думал, когда это все-таки всплывет, и дизайнерских элементов, использованных в промо-материалах. Слово Übermensch происходит из трудов немецкого философа Фридриха Ницше, который ввел его в качестве концепции идеального человека будущего, способного преодолеть традиционную мораль и общественные нормы. Однако позже этот термин был искажен нацистским режимом, осуждаем, не одобряем, проклинаем, который использовал его для продвижения идеологии арийской высшей расы. 200 миллиардов раз осуждаем, это все неприемлемо. В связи с этим историческим контекстом многие пользователи сети, особенно в Европе, выразили недовольство по поводу выбора названий для альбома и тура G-Dragon. Там очень много комментариев, его там даже нацистом называют. Дополнительно усугубили ситуацию шрифты и цветовая гамма на постере. Некоторые пользователи отметили, что они напоминают элементы дизайна, использовавшиеся в нацистской пропаганде, осуждаем. Хотя G-Dragon и ранее включал похожие художественные мотивы в своей работе, в данном контексте их сочетание вызвало особенно резонансную реакцию. Хотя конкретные даты и локации турне еще не объявлены, опасения по поводу восприятия названия и визуального оформления продолжают нарастать, особенно в Европе. Пока дискуссия продолжается, поклонники и критики с нетерпением ждут, выступит ли G-Dragon или его команда с официальным заявлением по этому поводу. Ну что ж, я думаю, G-Dragon парень не глупый, даже можно сказать мужчина уже не глупый, и скорее всего знал, на что идет. Возможно, это действительно провокация, может быть экстремальная, может не экстремальная, может он ничего такого и не имел в виду. От солнца к небу, от неба к солнцу и так далее, от сердца к солнцу, вот такими намеками про какие-то там сверхрасы. Может, он такого не имел в виду. А может быть, и не догадывался, что так воспримут. Но, тем не менее, события относительно произошли недавно, про которые упоминалось здесь, печальные, так что посмотрим, как артист выкрутится из этой ситуации и будет ли выкручиваться вообще. Такая история, двигаемся дальше. CNBLUE откладывает свои концерты. Почему и зачем? Давайте подробней. Отвечая на жалобы и беспокойство поклонников, CNBLUE решили перенести свои предстоящие концерты в Гаосюне и Гонконге на более поздние даты. Изначально группа планировала сделать остановки в 2 этих городах в рамках азиатского тура Voyage into X в марте. Однако в прошлом месяце у лидера бенда Чон Йон Хва был диагностирован разрыв мениска правого колена, в результате которого ему потребовалась операция. Артист сообщил фанатам, что может провести в гипсе до 2 месяцев.
Несмотря на серьезную травму участника, FNC Entertainment не объявили ни о каких изменениях в расписании азиатского тура CN Blue, что вызвало серьезное беспокойство у поклонников. В конечном итоге фанаты Чон Йон Хва обратились с письменным запросом, требуя перенести даты тура. 7 февраля Чон Йон Хва высказался по этому поводу, отвечая на просьбы фанатов, и написал: «Привет всем! Погода стала такой холодной, я хотел сообщить вам, что концерты в Гаосюне и Гонконге отложены до мая. Я думал, что попробую немного пожадничать, потому что хотел как можно скорее встретиться с нашими фанатами, но врач пришел к выводу, что я смогу возобновить деятельность без особых трудностей к апрелю. К сожалению, некоторое время я не смогу присоединиться после крика «Все прыгают», но я верю, что многие фанаты вложат свою энергию в прыжки вместо меня. Я хотел бы верить, что мы можем также тронуть ваши сердца одной лишь нашей музыкой и инструментами. Я постоянно обсуждаю вопросы с компанией во время лечения, чтобы больше не получать травм, так что, пожалуйста, не волнуйтесь. Что касается состояния моего колена, я прохожу физиотерапию, и оно начинает довольно хорошо сгибаться. Я чувствую, что мне становится лучше с каждым днем, не только из-за медицинского лечения, сколько из-за вашей любви и заботы. Я всегда благодарен. Я люблю вас. Поклонники в Корее, пожалуйста, подождите еще немного, я вернусь в лучшем виде в будущем. Люблю вас, мои любимые». Тем временем в рамках тура CN Blue Voyage into X запланированы концерты в Кобе, Япония 12-13 февраля, а также остановки в 4 городах Северной Америки с 16 по 27 апреля. Берегите свое здоровье, прыгайте аккуратно, разминайтесь и так далее. Даже вот крутить головой, мельницу делать, кстати, я давно не делал, поэтому не буду даже пытаться. Это может привести тоже к определенным травмам. Там шею можно себе повредить и так далее. В общем, травмоопасно быть артистом, поправляйся, артист, и береги колено. Двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает группа BTS и некоторые сольные участники данного коллектива. Давайте подробней. Участники BTS продолжают свой сольный успех в глобальных музыкальных чартах. Согласно последним данным Billboard, за неделю, которая закончилась 15 февраля, саундтрек Джина Close to You из дорамы TVN «Спроси у звезд» занял 3-е место в чарте World Digital Song Sales, оставаясь в нем 2-ю неделю подряд. Кроме того, сольный альбом Джина Happy, выпущенный в ноябре 2024 года, занял 17 место в чарте World Albums, а его заглавный трек Running Wild 179 место в Global за исключением США. Чимин также показывает замечательные результаты в чартах Billboard. Его второй сольный альбом Muse, выпущенный в июле 2024 года, занял 2-е место в World Albums и 131 место в Billboard 200, оставаясь там в течение 29 недель подряд. Заглавный трек Hood занял 36 место в Hot 100, а также 22 место в Global 200, 24 место в Global за исключением США и 27 место в Streaming Songs. Чонгук продолжает демонстрировать свою мировую популярность сольным синглом Seven Feet Latte, занимая 77 место в Global за исключением США и 122 место в Global 200. Песня провела 82 недели подряд в Global за исключением США и 81 неделю подряд в Global 200, благодаря чему Чонгук продолжает увеличивать свой рекорд по продолжительности пребывания в обоих чартах среди сольных кей-поп исполнителей. Между тем, песня V Winter Ahead with Park Hyo-shin, выпущенная в ноябре 2024 года, остается в чарте Global за исключением США в течение 10 недель подряд, в настоящее время занимая 186 место. Альбом-антология BTS Proof также продолжает свой впечатляющий путь, занимая 6-е место в чарте World Albums, где он провел невероятные 139 недель подряд. Поздравляем всех вышеупомянутых сольных артистов и группу в целом. Всем счастья, здоровья, успехов, хорошей службы тем, кто служит. И прочих благ. Это не конец видео, не разбегайтесь. Я же вас предупреждаю раз, предупреждаю два, предупреждаю три, список бустеров на экране гори. Ну, гореть он, скорее всего, не будет, но спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзинти, спонсоры-донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Большое спасибо, от души, душевно в душу. Вот уже сил почти нету никаких, но вот благодаря вам держусь. Далее, Boosty. Все доступно без блокировок, тормозов, ограничений. И да, это второе место, где можно смотреть все мои видосы. И либо YouTube, либо Boosty. Никуда больше заливать не буду. Хватит эти вопросы задавать. Потом ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте. Там даже в личку можно писать, в телеграм-чат секретный получите доступ, все что угодно. И это главное поддерживать жизнь каналов и мою уверенность в том, что стоит продолжать. Поэтому всем, кто подпишется на Boosty, тоже отдельное спасибо. Далее другие каналы, которые я тоже веду. MPTube — это реакции, марафоны, вот в общем. Про музыку комментирую с точки зрения звукорежиссера, продюсера и музыканта. Далее MP Entertainment музыка, вот самый свежий релиз. Сегодня я вклеиваю уже вам тот, который вышел буквально на момент выхода вот этого ролика. Прямо сегодня, тадам. А еще на стриме сегодня об этом поговорим. Да, кстати, стрим после этого выпуска. И Telegram, чтобы не теряться. Это не конец видео, двигаемся дальше. У группы IVE 8-я победа, давайте подробней. IVE получили 8-й трофей на музыкальном шоу с песней Rebel Heart. В эпизоде шоу Music от 8 февраля кандидатами на первое место были Rebel Heart, IVE, Hyun Mini is the Idol и I Love You Today, Boy Next Door. В итоге победу одержали IVE, набрав в сумме 7347 очков. Поздравляем девушек и двигаемся дальше.
IVE одержали 9-ю победу, и давайте подробней. IVE получили 9-й трофей на музыкальном шоу с песней Rebel Heart. В эпизоде Инкигай от 9 февраля кандидатами на первое место были Rebel Heart IVE, Toxic Till the End Rosé из Blackpink и Dre Baby Monster. В итоге победу одержали IVE, набрав в сумме 7588 очков. Это уже третий раз, когда Rebel Heart занимает первое место на Инкигае, поэтому песня получила тройную корону, с чем мы их поздравляем трижды и двигаемся дальше. Группа IVE вошла в историю Хантео. С чем и как, давайте подробней. IVE успешно продолжили свою серию альбомов-миллионников. Женская группа совершила долгожданное возвращение с новым мини-альбомом IVE Empathy и заглавным треком Attitude 3 февраля в 18:00 по корейскому времени. Менее чем через 5 дней Хантео Чарт объявили, что было продано более 1 миллиона копий, что сделало IVE Empathy их четвертым альбомом подряд, преодолевшим эту отметку за первую неделю после релиза. Другие альбомы группы с таким достижением это IVE, IVE Mine и IVE Switch. Благодаря этому IVE стали второй женской группой в истории Хантео, продавшей более 1 миллиона копий за первую неделю с 4 разными альбомами. На сегодняшний день единственная другая женская группа, которая также преодолела отметку в 1 миллион недельных продаж с 4 альбомами, это aespa. Поздравляем прекрасных девушек с этим достижением, успехов, счастья, здоровья, вечной молодости и двигаемся дальше. Jennie из Blackpink побила Jennie из Blackpink. Давайте подробней. Jennie из Blackpink установила личный рекорд Billboard Hot 100. По данным за неделю, заканчивавшийся 15 февраля, новый сольный сингл Jennie Love Hangover, записанный совместно с Домиником Файком, дебютировал на 96-м месте в Hot 100, что является ее самой высокой дебютной позицией в чарте на сегодняшний день. Love Hangover — это третий сольный сингл Jennie, попавший в Hot 100 после ее совместного трека с The Weeknd и Lily Rose Depp One of the Girls, который дебютировал на 100-м месте, и ее предыдущего сингла Mantra, который вошел в чарт на 98-м месте. Песня Love Hangover также дебютировала на 16-й строчке в Global за исключением США и на 29-й строчке в Global 200. Кроме того, песня One of the Girls расположилась на 34-м месте в Global за исключением США и на 51-м месте в Global 200 на этой неделе, в то время как Mantra снова поднялась на 148-е место в Global за исключением США. Поздравляем Jennie с этим достижением. Кстати, песня Zen мне до сих пор нравится. Вот чуть странно, что она не упоминается. Ну, может быть, она и не считается за песню, но там очень классное продюсирование и отличная вообще работа со звуком. Прям мое уважение. Нет, эти песни тоже хороши, но вот просто пока что из самых свежих релизов вот именно Zen. Но, Jennie, всего хорошего и двигаемся дальше. А далее у нас Rosé из Blackpink и Bruno Mars, снова рекорд с песней АПТ, давайте подробней. И, кстати, возможно, видеоблогерская деменция прогрессирует настолько сильно, что эта новость была в прошлом выпуске, а я почему-то снова засунул ее сюда. А может быть нет, просто так часто АПТ появляется, что я уже не уверен, была эта новость или нет. В общем, если была, то ну и ладно. Хит Rosé из Blackpink и Bruno Mars АПТ установил новый рекорд в чарте Billboard Global за исключением США. 11 февраля по корейскому времени Billboard сообщили в предварительной статье, что песня АПТ заняла первое место в чарте Billboard Global за исключением США на этой неделе. АПТ провела на верхней позиции 15-ю неделю подряд, побив предыдущий рекорд в 14 недель, который удерживал классика рождественских праздников Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Кроме того, АПТ опустилась на одну позицию до второго места в чарте Billboard Global 200, где ранее удерживал первую строчку в течение 12 последовательных недель. Тем временем песня продолжает свой впечатляющий путь в Billboard Hot 100, оставаясь в чарте 16 последовательных недель и в настоящее время занимая 6-е место. Выпущенная как предварительный сингл из первого полноформатного альбома Rosé Rosie 6 декабря 2024 года, АПТ получила взрывной отклик после своего релиза. Песня добилась успеха в чарте Billboard Hot 100, достигнув пика на 3-м месте 28 января 2025 года. Она также показала хорошие результаты в британском чарте Official Singles Chart Top 100, сохраняя вторую позицию в течение 5 последовательных недель. Поздравляем Rosé и Бруно Марса, счастья, здоровья, успехов. Новостей про АПТ, мне кажется, скоро будет больше, чем новостей про разборки Эйдор и New Jeans. Но эти новости приятные, так что двигаемся дальше. Да, если вы не поняли, приятные новости про рекорды Rosé, а не про разборки. Далее у нас топ-10 самых продаваемых кей-поп альбомов в 2024 году в США. Давайте подробнее. Ну и, собственно, я вам уже озвучил, о чем новость. Давайте пройдемся по списку, чтобы не тянуть. 10 место BTS 125 тысяч продаж. 9 место Чимин 140 тысяч, 8 aespa 145 тысяч, 7 Le Sserafim 215 тысяч, 6 Twice 366 тысяч, 5 Seventeen 375 тысяч, 4 TXT 488 тысяч, 3 Enhypen 570 тысяч, 2 ATEEZ 640 тысяч и Stray Kids на первом месте миллион. Эти цифры подчеркивают все возрастающую роль кей-поп в формировании мировых музыкальных трендов. От установления рекордов Billboard до аншлагов на крупнейшей концертной площадке США кей-поп-артисты доказали свою культурную и коммерческую значимость. Всех поздравляем, успехов, нашли любимую группу, пишите в комментариях и двигаемся дальше. Rosé, Twice, Stray Kids, ONEUS и другие получили сертификаты. От кого и за что, давайте подробней. Circle Chat объявил о выпуске новых официальных сертификатов. В этом месяце Stray Kids получили двойной миллионный сертификат за продажу более 2 миллионов копий своего последнего альбома Hop.
Тем временем последний мини-альбом Twice Strategy получил тройную платиновую сертификацию за более чем 750 тысяч проданных копий. Сольный альбом Rosé из Blackpink Rosie получил двойной платиновый сертификат за более чем 500 тысяч проданных копий. Недавний сингл-альбом Gravity Find the Orbit и мини-альбом One Last Trickster 2022 года стали платиновыми, а их продажи составили свыше 250 тысяч копий каждый. В категории стриминга трек Mellow Man's Love Maybe и песня Kim Min Soka из Mellow Man's Drunken Confession стали дважды платиновыми, преодолев отметку в 200 миллионов прослушиваний каждый. Также песня Lee Yeon Jun On That Day получила платиновый статус, достигнув 100 миллионов прослушиваний. Всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья, побольше денег и двигаемся дальше. Jin, Jimin, Stray Kids, BTS, ENHYPEN и многие другие Billboard World Albums, давайте подробней. Billboard опубликовал чарт мировых альбомов World Albums за неделю, закончившуюся 8 февраля. Сольный альбом Jimin из BTS Muse провел свою четвертую неделю на первом месте в чарте World Albums, а также стал первым сольным кей-поп альбомом, который продержался 28 недель в чарте Billboard 200, где на этой неделе он занял 115-ю строчку. SKZ Hop Hip Tape Hop группы Stray Kids остался на втором месте на 7-й неделе в чарте World Albums, а также провел 7-ю неделю подряд в Billboard 200, расположившись на 122-м месте. Альбом ENHYPEN Romance Untold сохранил свою позицию на 5-м месте, что ж так чешется нос, на 29-й неделе в чарте World Albums, в то время как альбом BTS Proof обосновался на 6-м месте на 138-й неделе в чарте. Crazy группы Ле Серафим удержался на 7-м месте на 21-й неделе в чарте, а 8 группы Stray Kids на 8-м месте на 28-й неделе. Альбом I Lead I Like You расположился на 10-м месте на 12-й неделе в чарте, за ним следует Golden Hour Part 2 ATEEZ на 11-м месте на 11-й неделе и Get Up New Jeans на 12-м месте на 73-й неделе. Сольник Джина из BTS Happy вновь поднялся на 15 место на 11 неделе в чарте, а новый альбом GOT7 Winter Heptagon занял 16 место на своей второй неделе. Versace Chapter Sanctuary группа TXT занял 17 место на 13 неделе в чарте, за ним следует Spill the Feels 17 на 20 месте на 15 неделе, Made Big Bang на 21 месте на 16 неделе и 17 is Right Here 17 на 23 месте на 33 неделе. Всех поздравляем, всем успехов, счастья, здоровья, вечной молодости и жизни. Двигаемся дальше. Иностранцы поставили знак равно между Чимином, Кимчи и Самсунгом. Почему и как, давайте подробнее. Чимин из BTS продолжает укреплять свою репутацию глобального айдола, выходящего за рамки популярной музыки и становится фронтменом, представляющим Республику Корея. На прошлой неделе один из пользователей сети поделился сценой из игры, где участники должны были угадать название страны по 3 подсказкам. Для Республики Корея этими подсказками стали Кимчи, Чимин, Самсунг. Этот эпизод наглядно продемонстрировал глобальный статус Чимина и мгновенно вызвал положительный резонанс. Многие пользователи сети оставили комментарии. Как и ожидалось, Чимин. Вау, Чимин действительно невероятно популярен во всем мире. Кимчи, Чимин, Самсунг, вперед! Таким образом, Чимин снова оказался в центре обсуждения как один из символов Республики Корея. Мировая популярность Чимина остается неизменной на протяжении многих лет. Ранее на одном YouTube-канале австралиец ответил Чимин на вопрос, что первым приходит в голову, когда думаешь о Республике Корея. Подобный ответ дал и японец другой телевизионной передачи. Напомню, что Чимин дебютировал в 2013 году в составе группы BTS и завоевал взрывную популярность в англоязычных странах и в Европе, привлекая миллионы зарубежных поклонников. Все, что связано с Чимином, неизменно становится горячей темой обсуждения. Его сценические образы, включая выступления в ханбоке и с традиционным веерным танцем, а также корейские блюда, которые он упоминал. Токпоки, острая курица булдак и чай юджа привлекли внимание зарубежных фанатов и способствовали их популяризации во всем мире. В 2023 году Чимин стал первым сольным корейским артистом, возглавившим чарт Billboard Hot 100 с дебютным сольным альбомом. Ведущие мировые СМИ широко освещали этот успех, отмечая, что Чимин оставил значительный след в истории мировой музыки. Несмотря на то, что сейчас Чимин проходит службу в армии и не ведет активную деятельность, его вторая сольная пластинка продолжает удерживать высокие позиции. Титульный трек Who уже 27 недель находится в чарте Billboard Hot 100, подтверждая, что Чимин настоящий культурный посол кей-поп и Республики Корея. Вот такая история, как вам, пишите в комментариях, артисту хорошей службы и двигаемся дальше. На фоне грядущего воссоединения BTS у Hype резко прибавилось денег, давайте подробней. Новость переводится на ходу. Акции Hype продолжают расти, достигнув 52-недельного максимума, поскольку ожидание возвращения BTS в полном составе подпитывает мощный импульс. 12 февраля по корейскому времени акции Hype торговались на уровне 250 тысяч корейских вон, что на 4500 корейских вон больше, чем в предыдущий день. Растущее ожидание воссоединения BTS является основной движущей силой. Поскольку Джин и J-Hope уже демобилизовались, RM и V завершат службу 10 июня, затем Чимин и Чонгук 11 июня, Шуга в настоящее время работает в качестве госслужащего и вернется 22 июня. В дополнение к этому J-Hope собирается отправиться в свой первый сольный мировой тур в конце этого месяца. Его тур начнется с 3 концертов в KSPO Dome в Сеуле 28 февраля-2 марта. А затем он отправится в Бруклин, Чикаго, Мехико, Манилу, Сайтаму, Сингапур, Джакарту, Бангкок, Макао, Тайбэй и Осаку в общей сложности, дав 31 концерт в 15 городах. Ранее J-Hope выразил свою решимость через реверс, заявив:
Этот год будет невероятно важным для меня, мне есть что вам показать. Финансовые аналитики сохраняют оптимистичный настрой в отношении хайп, ссылаясь на возвращение BTS как на катализатор увеличения доходов и роста прибыли. Помимо BTS, Seventeen, TXT, Seraphim, TWS и Boy Next Door также расширяют свое глобальное присутствие, а дальнейший международный успех может максимально усилить влияние хайп на рынке. Ну, в общем, если переводить с русского на русский, точнее с английского на русский, а потом на русский, то что скоро BTS вернутся и J-Hope начнет свой тур, это увеличивает стоимость акций, соответственно хайп богатеет, и это значит, что артисты все, кто находится в хайп, не останутся на улице без куска хлеба. Так что, в принципе, все хорошо и двигаемся дальше. Далее у нас J-Hope повзаимодействовал с филиппинским тиктокером. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. J-Hope из BTS привлек к себе внимание после того, как написал личное сообщение известному филиппинскому тиктокеру. Ниана — филиппинская танцовщица и влиятельная персона в социальных сетях, которая не только невероятно талантлива, но и воплощает мечту каждого армии. Ниана закрепила свой статус армии после комментария от Чонгука, а теперь, похоже, она также получила сертификат J-Hope, поскольку айдол был замечен подписанным на Ниану в TikTok. Если этого было недостаточно, после подписки на TikTok менеджер Нианы поделился фотографией, на которой J-Hope написал молодой звезде личное сообщение с просьбой дать совет, добавив: «Пожалуйста, научи меня ТикТоку». Ну, видимо, как работать с платформой. Конечно, пока некоторые предполагали, что многие из взаимодействий J-Hope могут быть связаны с его предстоящим туром по Азии, другие просто не могли скрыть свое волнение за Ниану, но также и некоторые зависти. Вот, допустим, один комментарий. «Ниана определенно будет частью тура Хобби в Маниле. О боже, господи, я вижу, что ты сделал с другими!» Там капсом написано: «Хобби просит помощи Нианы в ТикТоке, я кричу в видео! Почему я неизвестный тиктокер?» Тоже написано капсом. Ниана очень талантлива, ее сотрудничество с J-Hope взорвет интернет, но это предположение, мы этого сказать не можем, это все от предположения. А то, что J-Hope написал, подписался, это вроде как факт. Так что, вот такая вот история. Артист не стесняется спросить, как пользоваться этими вашими тиктоками. И успехов ему в туре. Двигаемся дальше. Далее у нас Ви из BTS, который вошел в топ-10 поп-звезд. Давайте подробней. Ви из BTS вошел в топ-10 самых популярных артистов среди мировых поп-звезд в Google, родившихся в 1990-х годах, что еще раз подтверждает его глобальную популярность. Ви занял 10-е место согласно анализу Google Trends, одного из самых объективных показателей популярности. Тем самым он доказал высокую популярность и звездный статус наряду с самыми популярными артистами мира. Первое место по количеству поисковых запросов занял Джастин Бибер, который стал мировой звездой в юном возрасте 16 лет. Далее следует Майли Сайрус, которую назвали американской младшей сестренкой нации и которая получила 2 награды Грэмми в 2024 году, и Селена Гомес, занявшая 3-е место. За ними следуют Ариана Гранде, Эд Ширан, Деми Ловато, Гарри Стайлз, The Weeknd и Зейн Малик. Ви занял 10-е место. Еще один участник BTS Чонгук занял 12-е место. Они единственные представители кей-поп в списке. Примечательно, что Ви также единственный участник группы в списке топ-10, в котором представлены в основном сольные исполнители, пользующиеся мировой популярностью и известностью. Ви, которая привлекает всеобщее внимание даже во время службы в армии, находится в центре внимания как представитель кей-поп с выдающейся внешностью, получивший титул самого красивого мужчины в мире, это прошлый выпуск. Чувственным вокалом и с глубоким низким голосом, способностями автора-исполнителя и статусом It-Boy, на которого обращает внимание мир моды. Ви обладает настолько сильным присутствием, что в Google его имя Ви распознается быстрее, чем буквы в алфавите. С момента своего дебюта в 2013 году и по февраль 2025 года Ви является самым популярным кей-поп исполнителем в Google Trends, а в 2021, 2022 и 2024 годах он был самым популярным артистом во всей Азии. В 2024 году он занял 4-е место в Google Trends среди мировых исполнителей мужчин, уступив только Дрейку, Эминему и Джастину Биберу. Аналитический канал Rygraph Comparisons назвал его самым известным человеком в мире, родившимся в 1995 году. Ви из BTS занимает самые высокие места среди азиатских звезд в Википедии и социальной сети по обмену фото и видео, которые входят в топ-5 самых посещаемых веб-сайтов в мире всех отраслей, что делает его самым популярным кей-поп исполнителем и демонстрирует его статус мировой суперзвезды. Что сказать, поздравляем артиста с этим достижением, успехов, счастья, здоровья, хорошей службы, роста мышечной массы и не потери ее ради тех, кто визжит, что вот надо быть стройным скелетом. Нет, мышцы это хорошо, мышцы это база, запомните, это здоровье и долголетие. Так что не теряйте мышцы, товарищ Ким Тэ Хён. И сразу скажу, что после этого выпуска новостей, когда вы смотрите его в режиме премьеры, будет стрим, даже если вы смотрите это уже в записи после того, как стрим закончился, не уходите, может быть сцена после титров, но кто знает. А так, не забывайте, пожалуйста, те, кто без подписки, подписаться. Для вас это ничего не стоит, это один несчастный клик, но вы же подписываетесь некоторые на
500 каналов на 20 подписчиков, где нарисовано лицо вашего любимого артиста, подпишитесь и на мой. Вам что, жалко? Будьте ж вы людьми. Для кого я в конце концов видео снимаю. Может быть, тогда 3 раза в неделю начну снимать, если подпишутся все, кто сидит без подписки, все 60 тысяч, кто знает. Далее, спасибо тем, кто уже подписан, ставит лайки, жмет колокольчики, бустерам, комментаторам адекватным, тем, кто в Телеграме активность проявляет. Большое-большое всем безумное спасибо. Это все помогает. И, как обычно, с вами был Максим, я не говорю вам прощай, я говорю увидимся на стриме, либо до новых встреч, пока. Спасибо большое самым лучшим людям, которые смотрят даже после того, как я сказал пока. Либо вы просто ждете стрим. На стриме, если вы вдруг будете смотреть уже в записи, мы обсудим много чего. У меня там очень много претензий уже есть к тем, кто мне всякий бред пишет. Я этот бред, естественно, озвучу, отвечу на эти вопросы. У меня сегодня вышел трек «Запретный фолиант», обязательно послушайте, поделитесь, постримьте, расскажите друзьям, близким, тем, кого ненавидите, можете скинуть. Любая активность хороша, очень важна, ссылки будут везде прикреплены, доступны на всех стримингах уже давно, прямо когда вы уже смотрели выпуск, уже все было доступно. Что еще? Либо сейчас сцена после титров, либо прямо начнется стрим, так что или стрим, или смотрите его в записи. Все, погнали.